Добро пожаловать на канал. Подписывайтесь, ставьте лайк. Добро пожаловать на наш канал Honey Couple. Если вам понравится наше видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь. Сегодня мы с вами будем готовить. Готовить мы будем кексы с белковым кремом. Очень простой и классный рецепт. Итак, мы сегодня будем готовить кексы, или как их называют, капкейки с белковым кремом. На первый взгляд может показаться, что это очень сложно делать, однако у меня получилось с первого раза. Если вы будете следовать всем моим инструкциям, то у вас обязательно тоже получится с первого раза. В первом видео мы вам расскажем о том, как приготовить сами кексы и продемонстрируем процесс приготовления от начала до конца. Но прежде чем мы приступим, я хотела бы сказать о том, что тесто мы будем делать не обычное для капкейков, а морковное тесто. Я всегда предпочитаю стараюсь питаться диетическими продуктами или более здоровыми продуктами. И поэтому рецепт для вас я приготовила морковного теста. Это не калорийные абсолютно кексы будут, без содержания масла, без содержания жиров, мы будем готовить на растительном масле. Итак, приступим. Значит, нам понадобится морковь 500-600 грамм свежей морковки. Сейчас я ее натру. Итак, морковь наша натерта. Я натирала его на мелкой терке. Сейчас покажу. Вот на такой терочке я натирала. И выкладываем всю морковь в емкость. Перетрем еще мельче, когда будем месить полностью тесто. Итак, морковь натерта. Шаг первый. Натереть морковь и дать ей немножко настояться. Все. Итак, первый шаг натереть морковь окончен. Приступим к шагу 2. Для этого нам понадобится 3 яйца, корица, ванильный сахар и растительное масло. Я использую оливковое масло. Итак, нам нужно взбить яйца в миксере. Взбить яйца необходимо до образования белой пены. И объем должен увеличиться в 2 раза. Значит, мы сразу добавляем в яйца ванильный сахар. И начинаем взбивать до увеличения объема в 2 раза. Я рекомендую ставить не очень высокие обороты, иначе яйца поднимутся до самых верхних краев чаши. Ставьте среднюю скорость оборотов. Итак, мы взбили яйца с ванильным сахаром, и сейчас мы добавим в получившуюся смесь корицу и растительное масло. Корицы я добавлю 1 чайную ложечку для придания аромата. Закрываем миксер. И растительное масло необходимо влить тонкой струей, тоже на невысоких оборотах. Итак, шаг 2. Взбить яйца с ванилином. У нас окончен. Вот такая получилась консистенция. Мы ее пока отставим. И сейчас мы будем готовить
смешивать муку с сахаром и с разрыхлителем. Нам понадобится 300 грамм муки, разрыхлитель и 200 грамм сахара. Необходимо все смешать в отдельной емкости и хорошенечко перемешать. Итак, наши ингредиенты готовы. Натертая морковь, взбитые яйца и просеянная мука. И сейчас нам необходимо все соединить вместе. Я еще раз поставлю в машину перетереть и будем выкладывать в наши емкости. Значит, в первую очередь необходимо соединить жидкие яйца вместе с морковью. Морковь вместе с взбитыми яйцами. И добавляем просеянную муку. И сейчас я хочу еще раз перемешать тесто. Итак, наше тесто готово. Вот такого получилось цвета. Оранжево-морковный такой цвет. И мы сейчас будем заливать в форму. Морковное тесто для кексов или капкейков уже готово. И сейчас необходимо смазать нашу форму маслом. Можно использовать бумажные корзиночки. Я иногда использую бумажные корзиночки, иногда без них. Это зависит от того, если вы будете кушать сами дома, то можно и без бумажных корзиночек. Если вы хотите кого-то угощать, то более эстетически будет выглядеть это все в бумажных корзиночках. И сейчас я смажу каждую емкость маслом и наполню нашим морковным тестом. Тесто в форме, и сейчас мы подготовим духовку, поставим ее на 150 градусов и отправим наши кексы на 1 час. Как ни странно, градусы 150. Дело в том, что морковка готовится чуть дольше, чем обычное тесто, бисквитное, например, поэтому нужно ставить градус меньше, а время выпечки больше.
Подожди, моя жена, я проверю. О, кажется, это вкусно. Итак, мой муж проверил, как наши кексы. Кексы, говорит, выглядят вкусно. Но важный момент, пока кексы горячие, нам нужно сделать отверстие для джема, шоколада или любого другого ликвида, которым мы хотим наполнить кексы. Итак, можно с помощью такого приспособления или любое другое, которое вы найдете у себя дома, давайте сделаем небольшие отверстия, не до конца опуская данное приспособление, и достаем немного теста, создавая такую вот выемочку, как вулкан. Итак, со всеми кексами. Если вы сделаете это, когда они будут остывшими, тесто чуть-чуть загрубеет, затвердеет, и будет сложнее сделать выемку. Поэтому делаем на горячую. Итак, достаем кексы из противня. Если вы не вставили сюда бумажные корзиночки, то я рекомендую использовать вот такую вот вилку для того, чтобы достать кексы. Как показала практика, это самое удобное приспособление. С каждой стороны 2-3 раза помогаем кексам отклеиться от стенок противня и достаем их целыми и невредимыми. Вот такие красивые кексы у нас получились. И сейчас мы будем готовить наполнитель, который мы будем наполнять в наши втулочки. И наполнителем нашим сегодня будет шоколадный крем. Итак, начнем наполнять наши кексы. Для того, чтобы наполнить кексы, можно использовать шоколадный крем, как я приготовила. Кстати, рецепт приготовления крема вы можете посмотреть в другом видео. Кроме крема шоколадного, кексы можно наполнить любым другим ликвидом, джемом, любым наполнителем любого вкуса. Итак, начнем. В наши втулочки наполняем шоколадным кремом. Итак, для моих кексов я подготовила белковый крем 2 цветов, розовый и голубой. Вот так вот выглядят 2 крема вместе. Наполнила их в пакет и сейчас буду декорировать наши кексы. Если вы хотите посмотреть, как готовить белковый крем, рецепт и процесс приготовления, вы можете посмотреть это в другом видео. Итак, приступим.